Привет, это арт-студия Единорог, и сегодня я тебе предлагаю порисовать вот такое море акварельными красками. Ну что, начнем? Для начала я обработала свою бумагу водой полностью с одной стороны и со второй. Дала ей просохнуть и закрепила скотчем. Теперь я нарисовала вот такие условные волны. Затем я развела красочку с водой до нужной мне консистенции и начинаю рисовать. Вот такими движениями я заливаю первую волну. Верхняя часть насыщенная, затем я беру просто водичку и размываю, делаю растяжку. У меня акварельная бумага, но можно рисовать и на простой бумаге, просто может получиться другой немножко эффект. Но я рекомендую тебе все-таки попробовать. Я развела несколько цветов синих. Они у меня чуть-чуть отличаются по степени насыщенности и по теплоте. И вот такими пятнышками я одним цветом нарисовала, вот дала просушить. Первый слой обязательно нужно просушить. Чтобы получилось все быстрее, можно использовать фен. Но фен мы используем только со взрослыми. Рисую второй слой. Нарисовала верхние части насыщенным. И вот так вот просто водичкой размываю, и красочка растекается. Вот таким образом у меня растекается красочка и получается растяжка. Посмотри, верхняя первая волна, как красиво получилось. Вот я размыла. И теперь добавляю другим цветом немножко насыщенности. Вот такими капельками крапляю цвет. Он сейчас разойдется, и потом, когда высохнет, будут красивые разводы. Чуть-чуть хочу немножко поднять границу вот так. Вот. Теперь я дам просохнуть этому слою полностью. Начинаю делать третью волну. Точно так же, как делала предыдущие, я взяла и развела для себя цвета цирелиум, ультрамарин и голубая. Они отличаются немножко, но дают очень красивый эффект впоследствии, когда высыхают. И водичкой теперь вот так вот разводим. Чистой водой. Учимся делать растяжки. Вот здесь нужно добавить немножко цвета, потому что очень прозрачно получилось. Так, вот такие у меня получаются красивые. Здесь я добавила немножечко цвета. Теперь дам снова просохнуть. Вот что у меня получилось. Очень красивые волны. Теперь я беру цвет охра, также разведенный с водичкой, и рисую песок. Сделала очень жиденький, чтобы у меня не был чересчур насыщенный цвет. Но я сделаю два слоя. Сделаю первым слоем заливку ровную. Дам этой заливке просохнуть. И вторым слоем. Немножко возьму прямо из красочки. Вот так у меня уже получилось. Теперь я даю просохнуть. Развожу коричневый слегка с фиолетовым и рисую черепашек, ползущих в море. Черепашат. Не делаю детальную прорисовку, просто рисую маленьких черепашат. Делаю чуть-чуть их разными по размеру, так как они на разной удаленности находятся от нас. Ну и для живости
Нарисую хаотично несколько штук. Нарисую также в море. Один уже заполз в водичку. Добавлю еще несколько штук. Очень аккуратно, не перекрываем рукой то, что нарисовали, чтобы не размазать. И нарисую еще одного вот здесь. Так, не получилось, слишком много воды, ничего страшного, берем сухой кистью и убираем эту капельку. И вот здесь еще нарисую голову, которую практически только голову и лапки видно. Так, теперь дам просохнуть нашим черепашкам. Возьму цвет более насыщенный. Чуть-чуть лишнего воды, но это не страшно, всегда можно убрать. И немножко затонирую еще сверху черепах. Рисую им рисунок такой на спинке. Голову немножко в тень. Не делаю детальную проработку, потому что нам она не нужна здесь. И на всех черепашатах рисую такой узорчик на спинке. Затеняю больше с левой стороны. Таким образом я делаю направление солнца с правой стороны. Ну вот, теперь дам просохнуть. Чуть-чуть сделаю под черепахами тень. Слегка. Сейчас оставлю, потом еще добавлю. Беру обычную белую гуашь и тоненькой кисточкой буду рисовать пену на волнах. По краю вот этого участка первой волны я нарисую прям волнистой линией. Нужно брать понасыщеннее краску, чтобы ее видно было. И хаотичными движениями рисую пену.
такими волнами, кудряшками, можно просто мазками. Добавим эффектности картине нашей, изобразив пену. В акварели нет белой краски. Ну, даже если она и бывает, то она не дает такой эффект. Можно взять белую гелевую ручку и сделать то же самое. Я делаю это гуашью. Вот такими прям закорючками. На каждой волне я сделаю пенку. Здесь я хочу все-таки добавить прям насыщенности, что у нас пена, когда идет волна, по краю прям бывает густая. И вот такими точками прям буду изображать пену. Тут тоже самое главное не перестараться, чтобы не перекрыть эффект нашей акварели. Красивые вот эти разводы. Рисую вторую волну по такому же принципу. Уже хочется лета, поэтому начинаем рисовать рисунки, которые будут нас приближать к лету. Море, цветы. Добавлю здесь побольше белого. Здесь сделаю небольшие точки. Посмотри, как красиво уже получается. Вот просто точечками делаю. А здесь соединение моря с песком. Нужно прямо на песок зайти хорошо. И здесь можно сделать линию тут пожирнее. И вот таким рваным краем я делаю пенку. И чуть-чуть я, получается, этой белой краской перекрываю переход от моря к песку. Но при этом он все равно просвечивает у нас. Немножко вокруг черепашек также сделаю, потому что они же заходят прям в пенку. Вот так. Усиливаю насыщенность. Чуть-чуть добавляю вот такими штрихами, прям поверх черепашки. Чуть-чуть на самих черепашках сделаю вот такие белые акценты. На лапках передних. И теперь добавлю, как раз когда у меня все хорошо просохло, тени под черепахами. Вот такими мазками. Когда подсохнет, этой же краской, которой рисовала черепах, но более разбавленной водой.
Сейчас у нас это все высохнет и будет вот такой красивый эффект. Снимаю теперь, когда дала полностью просохнуть, малярный скотч. И вот что у меня получилось в итоге. Надеюсь, что у тебя тоже получилось. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.